Всем привет и добро пожаловать в новый видеоролик. И этот выпуск я решил посвятить своему родному городу Таллину. Ну что, погнали! Да, этот выпуск я решил посвятить одному из самых уникальных городов Европы – Таллину. Здесь узкие средневековые улочки старого города соседствуют с ультрасовременными технологиями, а стартапов на душу населения здесь больше, чем где-либо в мире. Именно здесь придумали марципан, здесь работает самая старая аптека Европы, и здесь находится старый город, который считается одним из самых лучших, сохранившихся в Северной Европе. В этом выпуске мы прогуляемся по историческому центру, заглянем в деловой квартал, исследуем один из самых ярких арт-районов Таллина и, конечно, насладимся морским воздухом, прогуляясь у моря. В общем, будет интересно, не переключайтесь. Конечно же, выпуск про Таллин я решил начать с его самой главной и популярной достопримечательности – Старого Таллина. Сейчас я направляюсь к его сердцу – Ратушной площади. Когда-то ратуша была центром средневекового города Ревеля. Кстати, именно так до 1919 года назывался Таллин. Там также находятся три достопримечательности. Первая – ратуша. Вторая – единственная точка в Старом Таллине, откуда можно увидеть все 5 шпилей. И третья – это самая старая аптека в Европе. Площадь служила главным рынком и ареной для городских праздников и казней. Преступников здесь привязывали к позорному столбу. Собственно, сейчас я нахожусь на Ратушной площади. А вот то самое место, с которого можно увидеть все 5 шпилей Старого Таллина. Так что я предлагаю сейчас проверить, правда ли это. Получается, вот первый шпиль. Вот там находится вдали 5-й шпиль. Получается, 3-й шпиль, 4-й шпиль и самый главный 5-й шпиль. Кстати, именно на Таллинской ратушной площади была поставлена самая первая рождественская елка в Европе в 1441 году. А сейчас я отправляюсь к самой старой аптеке, которая была упомянута еще в 14 веке. Короче, вход в аптеку оказался платный. Раньше аптека была бесплатной. Сейчас там находится обычная аптека и музей, посвященный той самой средневековой аптеке. Посетив Ратушную площадь, сейчас я предлагаю прогуляться по средневековым улицам Старого Таллина. А теперь немножечко фактов про Старый Таллин. Город был основан в 1154 году. Также Старый Таллин один из единственных средневековых городов в Европе, который сохранился до нашего времени. В 1997 году он был внесен во Всемирный список ЮНЕСКО. Также в старом городе находится несколько смотровых площадок на Вышгороде, которые я вам сегодня также покажу. С первой площадки, куда я сейчас отправляюсь, открывается вид на весь старый город, а со второй будет открываться вид на Таллин и на его порт. Как вы можете заметить, здесь довольно-таки много туристов в Старом Таллине. И это вам не кажется? Туристов в Таллин приезжает каждый год больше, чем здесь жителей в общем. По последним данным, население страны около 1 миллиона 300 тысяч человек, а количество туристов, посещающих Эстонию ежегодно, превышает 3 миллионов. И большая часть из них, разумеется, отправляется в столицу. Кстати, если хотите больше выпусков про Таллин и про Эстонию, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Первым делом я решил посетить смотровую площадку Кохтуоца. Это одно из самых популярных туристических мест Старого Таллина. Она находится в районе Вышгорода, и вид отсюда действительно впечатляет. Когда ты там стоишь, перед тобой открывается вид на крыши старых пряничных домиков, церкви Оливиста и Нигулиста и башню городской ратуши. А затем я отправился на еще одну смотровую площадку – Паткуля. Она находится чуть выше и открывает совсем другой ракурс на Таллин. Здесь можно полюбоваться северной частью крепостной стены, башнями Толстая Маргарита и Длинный Герман. А вдали можно увидеть порт и воды Финского залива. Кстати, обе площадки находятся очень близко друг к другу. После осмотра площадок я предлагаю полюбоваться сакурами, которые распустились недалеко от старого города. А теперь немножечко весенней магии. Недалеко от Старого Таллина цвели сакуры. Сейчас они, конечно, уже отцвели, но у меня есть немного кадров с первого дня их цветения. После прогулки по Старому Таллину я предлагаю отправиться на прогулку уже по современному Таллину. По щелчку пальца. Нет, я не в Нью-Йорке, а в бизнес-центре Таллина. Только посмотрите на этих гигантов. Сейчас мы здесь прогуляемся.
Таллин – это один из самых технологичных городов Европы. Именно здесь сосредоточено самое большое количество стартапов на душу населения. Это место, где рождаются идеи, которые потом завоевывают мир. Отсюда родом такие известные компании, например, как Bolt, Wise и Starship, которые выпускают роботов-доставщиков, кстати, которых сегодня можно встретить почти по всему миру. И, конечно, Таллин и вообще Эстония – это родина Skype. Для своего времени, когда Skype только появился, это был настоящий прорыв. Люди могли не просто звонить, а видеть друг друга на экране. Такой шаг вперед в коммуникациях изменил мир. Здесь сосредоточены офисы крупных компаний, торговые центры, магазины, отели, кафе и рестораны. А теперь я отправляюсь в один из самых необычных и интересных районов Таллина. Там будет 5 фотолайфхаков от меня, так что не переключайтесь, будет интересно. Ну что, добро пожаловать в один из самых главных арт-районов Таллина – Роттермане. Я обязательно советую посетить это место, так как здесь каждая деталь уникальна. Даю этому месту оценку 10 из 10. Это один из самых стильных и атмосферных районов Таллина, расположенный между старым городом и портом. Когда-то здесь находился крупный промышленный комплекс, основанный в 19 веке предпринимателем Кристианом Роттерманом. Тогда в районе активно работали склады, мельницы и заводы, а сегодня это ультрасовременный квартал с креативной архитектурой, ресторанами, галереями и дизайнерскими магазинами. Теперь 5 фотолайфхаков от меня. Первый лайфхак, который называется «Я и стол». Второй лайфхак «Я и красный пес». Третий лайфхак «Я и труба». Четвертый лайфхак «Я в Роттермане». Ну и пятый лайфхак «Загораем в Роттермане». Вот такие вот лайфхаки. Приезжайте и пользуйтесь. А я отправляюсь в следующее место. После прогулки по модному и динамичному Роттермане я решил немного сбавить темп и отправиться в одно из самых красивых и спокойных мест Таллина – набережной. Я пришел сюда, чтобы проводить закат. Если вы в Таллине и не побывали на море, вы совершили огромную ошибку. Прогуляться по променаду и проводить день с закатом – это здорово. На закате я решил закончить этот выпуск про Таллин. Конечно, я показал далеко не все. В этом городе еще масса интересных мест, о которых можно рассказывать бесконечно. Таллин действительно уникален. Здесь история и технологии живут бок о бок. Этот город действительно стоит посетить. Надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Впереди еще много интересного. До скорых встреч. Пока-пока.